Какие основные причины ксенофобии вот в больших городах, таком как Москва, например? Ну, скажем так, это вопрос долгий. Может, если я назову вот прям одну причину или две, то тем самым я сфокусирую внимание именно на них, и тем самым останутся за кадром те причины, которые тоже на самом деле есть. Но если говорить вот в самом так вот в общих чертах, то причин, ну, как минимум 4, хотя на самом деле их гораздо больше. И все они вместе порождают вот такое явление, как ксенофобия с одной стороны. С другой стороны, ни одна из этих причин сама по себе ксенофобию никогда породить не может и не могла бы. Первое – это, скажем так, противоречивые социальные установки на уровне и общегосударственно в том числе. Отсутствие, ну, все-таки, грубо говоря, такой четкой государственной ориентации, однозначной на то, что ксенофобия – это плохо, на то, что ксенофобия – это то, что не нужно сейчас нашему обществу. Это есть государственные политики, но это должно проявляться везде, на каждом этаже власти полностью, во всех политических действиях. Тогда это будет расцениваться обществом как четкое и ясное и понятное послание, потому что иначе общество может думать, что да, ну, может быть, это может быть и не очень хорошо, но об этом где-то и не говорят, может быть тут по-разному. Это первая причина. Вторая причина – это наличие достаточно большого количества неразрешенных социальных проблем. Естественно, проблемы переживания, связанные с этим, они вытесняются, и агрессия в том числе, которая рождается в связи с нерешенными социальными проблемами, она вытесняется, она смещается в разные сферы, в другие повседневной жизни, в том числе и в сферу ксенофобии, например, это вторая причина. Естественно, здесь есть еще и более такие психологические, личностные причины, связанные с особенностью воспитания, связанные с тем, что вообще такое более авторитарное воспитание, оно как раз является во многом предпосылкой к предубежденности личности, откуда недалеко и до ксенофобии. Ну вот это такой вот самый общий, самый широкий круг причин. Конечно, в каждом конкретном случае здесь нужно разбираться конкретно. В этом смысле разговор о ксенофобии, если дальше речи не идет, это скорее всего на самом деле разговор ни о чем, потому что ксенофобия, по большому счету, если мы говорим не как психологи, не как исследователи, социологи, неважно кто, не как эксперты, а говорим как публичные люди, в общественном сознании ксенофобия – это такой маркер, ярлычок, которым можно маркировать, собственно говоря, все, что угодно. Не случайно, если говорить о взаимоотношении, например, местных москвичей и приезжих из других регионов нашей страны и других сопредельных государств, то здесь ксенофобский дискурс присутствует как в представлениях о том, как ведут себя москвичи, там ксенофобия местных, там русских москвичей по поводу мигрантов, но то же самое говорят и о ксенофобии с другой стороны, да? Все это говорит о том, что это скорее ярлык, которым, как там фашизмом и многим другим, можно обозвать, и обзываются на самом деле совершенно разные явления. В каждом конкретном случае это нужно рассматривать отдельно и, ну, скажем так, назвать какую-то ситуацию ксенофобии с моей, с экспертной позиции, это по большому счету не назвать ничего. Если на это посмотреть с позиции, вот такой с глубинной позиции психолога, то ксенофобия – это неприязнь к чужому, неприязнь к иному. И здесь не так важна и не так принципиально принадлежность этого иного, этнический иной, национальный иной, иной по полу, по возрасту. Здесь это не имеет принципиального значения, это просто неприязнь к чужому. С одной стороны, это как бы биологически достаточно естественная вещь, да, носящая биологически защитный характер. С другой стороны, в процессе развития общества, в процессе развития социальных норм, там последние, не десятки, а может быть и сотни лет, там человечество дошло до понимания, сознания необходимости принятия иных, необходимости включения иных в повседневную ткань жизнедеятельности, попросту потому, что
по-другому никак невозможно. И вопрос, на мой взгляд, в первую очередь стоит не столько в поиске некоторых таких вот причин, откуда ксенофобия берется, потому что по большому счету мы никогда не найдем одну или даже две или три самых главных причины, а даже если мы найдем, мы ничего с этими причинами не сможем сделать, точно так же, как мы практически не в состоянии вот такой ксенофобский дискурс, распространенный в части СМИ, изменить. Да, это реальность слабо, с моей точки зрения, поддающаяся управлению. Разговор скорее о технологиях профилактики и противодействия, о том, что мы можем сделать иного. И здесь много что мы можем сделать. Я здесь не берусь говорить за сферу государственного управления, я не эксперт с этой точки зрения. Я здесь в первую очередь как представитель образования, потому что я работаю в Московском городском психолого-педагогическом университете, и мы готовим педагогов, психологов, тех людей, которые будут работать в школах. И здесь много что можно сделать. В первую очередь это обучить людей технологиям и навыкам эффективной межкультурной коммуникации, эффективного межкультурного взаимодействия тогда, когда ксенофобия перестает быть необходимым, перестает быть той тканью, в которой рождается взаимодействие. Появляются новые другие технологии, новые другие умения, которые попросту сами по себе предполагают отсутствие ксенофобии. Этому мы учим педагогов, этому мы учим психологов, и мы рассказываем им о том, как в этих направлениях можно работать в школах, как можно работать с педагогами, какие технологии можно им передавать и как можно работать непосредственно с детьми в игровой, в первую очередь, в тренинговой форме.